Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Астро Испирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 марта. Давайте узнаем, что скоро произойдет. Что же там скоро случится? Как мы говорим, что по судьбе. С первых дней марта месяца. Уже совсем это скоро. Весна на пороге, мои дорогие. Так вот, чего же ждать? Или что вас ждет? К чему приготовиться, наверное, самое главное. Как события, обстоятельства, которые происходят вокруг вас, повлияют на вашу жизнь. В каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. И у нас сегодня две колоды по традиции. И первая – это 78 дверей. Открытые двери или закрытые. Узнаем и нам расскажут и покажут буквально. Может быть, куда-то и сами не пойдем. Просто потоковая информация без вопроса, как 3 знака судьбы. Советы карт. Что вас удивит или, быть может, это где-то будет для вас и неожиданно. Вот давайте рассмотрим альтернативный вариант с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла тоже. Итак, 3 карты, 3 знака судьбы. Для стрельцов в самом начале марта, с первых дней, может быть, совсем скоро. Второй знак судьбы и третий. И на картах Таро мы узнаем так, а вот квинтэссенция или самый главный вопрос, ключевое событие, с чем это связано или с кем. Что вас удивит? Возможно, неожиданным будет для вас. Каким-то образом будет разворачиваться ситуация. И в конечном итоге, так как к чему же это все идет, или для чего это все было нужно. Немножко конкретизируем и по основным сферам жизни. Что ждет стрельцов? Любовь, личная жизнь и взаимоотношения в целом. Что ждет в работе? Ну и финансы тоже с 1 по 10. Что ждет? Итак, давайте узнаем, какую нам подсказку, какую тайну нам готовы раскрыть карты. Шикарно. Шестерка пентаклей. Помощь высших сил. У кого-то из вас это карта финансового успеха. Буквально какие-то подарки, бонусы, может быть, для кого-то и так, какие-то приятные моменты. Вы знаете, тут какой-то судьбоносный шанс, правда, который никак нельзя упустить. Конечно, у кого-то это может быть банально, какие-то деньги, да, вот именно вами заработанные, может быть, это была ситуация достаточно давно, но и вы уже не ожидали, что вы получите именно свои, как говорится, кровные. Да, и вот здесь вы получаете этот гонорар, и это может быть у кого-то приличная сумма. Но, в принципе, эта карта может говорить о том, что для вас, мои дорогие стрельцы, в центре вашего благополучия – это финансы. Вот, может быть, тот вопрос, а я не знаю вообще, что делать с финансами, да, карта Верховная Жрица. Это карта независимости, но все же, вы знаете, вы сможете решить каким-то образом финансовую тему, проблему. Но тогда обе карты нам говорят, держи заначку, стрелец, потому что следом может как бы проследовать этап или период ожидания. Может быть, это вы где-то сейчас уже ждете, да, что вот-вот какая-то тема решится, правда? Если вы уже проделали какой-то путь или подготовили к чему-то документы, тут ведь у каждого своя какая-то история. У кого-то может касаться именно недвижимости, дома, места вашего пребывания, то тут тогда скорее с учетом Верховной Жрицы какая-то запутанная история, или пусть это будет связано с кем-то, вот именно из ваших любимых, близких, или из тех, кто вхож буквально в ваш дом. Здесь может быть какое-то радостное известие от такого человека, но для вас это каким-то образом вам помогает, да, сэкономить деньги, может быть и так. Или, по крайней мере, ну, какая-то ситуация, пусть это будет как связано с документами, здесь у вас может решаться. Но вот, видимо, высшие силы вам точно в чем то помогают, ведь это шестерка пентаклей. Всегда мы так и трактуем эту карту. Когда благодаря, с одной стороны, конечно, нашей дипломатии, с другой стороны, а вы знаете, это как энергия, как аура времени вот этих 10 дней. Здесь что-то для вас складывается в вашу пользу. Но действовать приходится самому, никому не давая обещания. Ведь сама по себе карта Верховная Жрица – это карта тайны. Знаете, счастье и удача любят тишину, поэтому какие вы там планы строите, никто не должен знать. Знает один, знают все. Или, знаете, мы сами, ну, вот как проболтались и вот словно сглазили себя, да, вот так и хочется сказать.
Ну вот действительно, счастье и удача любят тишину. Видимо, основные вот, потому что вот эти 2 карты, как раз они говорят, это и как было бы неплохо подушку безопасности финансовую создать, так и в принципе пока не брать на себя никаких обязательств, мои дорогие. Рассматривать прекрасно, но должна также сказать, если вы кому-то помогали, с учетом карты королева кубков, иногда проходит по ней ожидание, да, по этому аркану. Почему вот я говорю, что это касается близких? Может быть и любовная история, но это точно так же могут быть дети, родственники. Но все же подразумевает иногда эта карта, вот обратите внимание, здесь нам как королева кубков, как образ, мои дорогие, образ, на который буквально человек молится. Я допускаю, что кто-то на вас молится, почему нет? Ждет, что именно, может быть, вы окажете кому-то содействие. Вот поэтому для вас какие-то элегантные, неоднозначные действия потребуются. Может быть, выйти вот из этого режима обещаний, кстати, потому что иногда королева кубков доходит до буквально до жертвенности. Ей свойственен альтруизм, но он как безразмерный, понимаете? А у вас сейчас вот это, когда карта выпадает, шестерка пентаклей, она работает только как бы в одну сторону. То есть для вас это есть плюс. Но есть всегда предупреждение. Помни, рука дающего завтра станет рукой просящего. Ну вот отсюда и все то, что я сказала. Давайте узнаем второй знак судьбы для стрельцов. Да, возможно, это вам ключики придется подбирать для того, чтобы правильно сказать, ну, какие-то важные слова. Может быть, это будет короткое слово. Нет. Возможно, и да, я тут не говорю, тут у каждого какая-то своя идея. Но все же тут по этой карте это какое-то неожиданное известие может быть следом. Вот почему, может быть, нам и говорят, ты тут пока раньше времени в какой-то забег, стрелец, не торопись, потому что ты еще не все видишь. Да, последуют события неожиданные, которых вы сейчас, ну, даже не предполагаете. Это может изменить мнение ваше о людях. Да тут мировоззрение даже может измениться. У вас может для самих себя как бы сложиться такая ситуация, когда нужно что-то совершенно вот оставить. Или даже это пусть на уровне ваших обещаний, вашего участия кому-то. Вам придется, ну, примите это к сведению. Пусть это не для всех, но кому-то важно услышать. У вас наступит тот момент, когда вам нужно будет думать за самого себя или саму себя. И даже вот как бы второстепенны будут обещания, ваше участие в чем-то, в ком-то, ну, имею в виду в жизни кого-то. Потому что вот вам придется неожиданно переключить свою активность на какой-то ваш именно вопрос. И это причем тот вопрос, который мы не можем оставить на потом. И я могу точно так же сказать, что вы можете сталкиваться с такими людьми, которые очень эмоциональные. Ну, вы и сами тоже тут можете быть эмоциональны, потому что мы что-то такое узнаем, что ни в какие ворота не лезет. Поэтому тут и себя адаптировать, да, к той обстановке, которая складывается, или к тем возможностям, которые сейчас вот как рычаги влияния в ваших руках. Вот и этим как-то воспользоваться. То тут действительно все силы придется бросить именно на решение какого-то одного вопроса. И кроме этого вопроса все будет второстепенно. Может быть, поэтому нам говорят вот все то, что я сказала, как первый знак судьбы. Третий знак судьбы. Вот у кого-то с деньгами надо быть аккуратнее, потому что потом возможны паузы. Для кого-то из вас это будет ситуация, когда вот в зависимости вот то, что состоится по второму знаку, да, вот какова будет эта неожиданность. У кого-то это будет связано, что вы будете писать документы, ну, в смысле не писать, а писать, чтобы получить какие-то документы, да, какие-то запросы или, ну, может быть, взаимоотношения с конкретным человеком. Пришли мне, может быть, если вы на расстоянии пришли мне этот документ, тут правда какое-то ожидание, неизбежно мы столкнемся. Вроде бы, да, наоборот, тут вот две карты, когда это скорость, быстрота, это все стремительно, молниеносно, внезапно, а следом какая-то пауза. А что это? Вообще-то это ваша карта. Когда вам самим, с одной стороны, захочется повременить. Точно. Потому что, смотрите, следом за вот этими неожиданными событиями или с какой-то информацией, работой, может быть, с человеком у кого-то связано,
Вы понимаете, что вот на лад дальше так не пойдет. Мне нужно менять себя, менять методы взаимодействия с людьми. Или мне нужно именно свой какой-то вопрос решать, потому что для вас это, ну, как волшебная дверь какая-то открывается. Потому что для вас это какое-то окно возможностей или шанс, туз жезлов. Вот смотрите, или когда вы ожидаете получения, вот как я говорила, какого-то документа или дополнительной информации. Я должна сказать, что все-таки вы ее можете получить с 1 по 10. Туз жезлов, потому что либо вы получаете такие, да, если писали запросы или какое-то решение, но однозначный ответ явно тут будет. Но вы точно так же сами можете что-то переиграть. Потому что в середине, между вот ожиданием и реализацией, королева жезлов. А она сильна тем, что она правильно работает с информацией и правильно распоряжается деньгами. По сути, бизнес-вумен. Поэтому тут вы сами, да, может быть, за какой-то период ожидания вы выудите еще дополнительную информацию, или она еще к вам придет, и это заставит вас что-то пересмотреть, передумать. Это факт. Потому что то, что вам будет казаться на первый взгляд, вот именно по второй позиции, да, когда вы что-то услышите, увидите или столкнетесь, окажетесь в каких-то обстоятельствах, это будет, как, знаете, первый взгляд на вещи. А потом наступает период адаптации спокойствия или ожидания. И вы очень быстро будете что-то переосмыслять и видеть, что нет, тут как-то похитрее задача закручена. И поэтому вы сами тут тоже можете многое передумать. Вы знаете, вот ни одна карта трансформации не выпала, а тем не менее по мелким даже арканам. Но мелкие арканы – это когда все в нашей власти, мои дорогие. Стало быть, вот в вашей власти, от ваших действий, от вашего выбора будет зависеть продолжение, скорее всего, надолго. Так как ключевое событие, что это? Кульминация, да, что случится, что же это произойдет? Король Пентаклей. Правда, ведь у кого-то ситуация касается именно денег и дома, имущества, семьи. Но для кого-то это вопросы вашего статуса. Статуса как построение карьеры, но это точно так же может быть, к примеру, как важное событие, бумага из банка, бумага из налоговой. Но иногда такое бывает. Иногда эта карта будет свидетельствовать о том, что в жизни ваших близких тут происходят какие-то события, перемены, или вы получаете новости. В зависимости от этого вы тоже, может быть, будете корректировать планы. Вы можете встать вот как ключевое событие перед выбором. Или я сейчас занимаюсь чьими-то чужими делами, вопросами. Пусть эти люди не совсем чужие. Или у меня сейчас будет какой-то свой важный выбор, правда? И кто-то будет буквально из вас пытаться. Я тут вижу ключевое событие. Большинство из вас от чего-то не отказывается. Не может. Не может быстро какие-то параллели провести. И вам как будто, ну, как минимум на две стороны придется, да, или как на два дома жить. Или, может быть, это как в два направления одновременно или ежедневно отправляться. У кого-то это может быть буквально две работы, мои дорогие. Ключевое событие я не бросаю одно. Но и второе я тоже развиваю. Должна сказать, ключевое событие, скорее всего, много работы, много активности. О, точно, карта прямо в цель. Восьмерка Пентаклей – это карта денежная, одна из лучших карт на работу. Поэтому кто-то может взять и одну работу, и подработку, или что-то здесь сами, может быть, начнете как личный какой-то ресурс разрабатывать, да, ну, может, пока уйти на собственные хлеба, да, самостоятельное. Еще рановато, поэтому вы будете и вот как тот доход, который вы получали прежде, тоже сохранять. Поэтому работы очень много. Кто-то может изучать. Буквально мы изучаем инструкции по этой карте. Но вот как будто чем бы мы тут ни занимались, в конечном итоге денежный эквивалент увеличивается. Я тут вижу именно работа, финансы. Нам, собственно, или дела, бумаги, планы. Вот это ключевые события. Ну вот посмотрите, сколько карт мы с вами достали. По сути дела, ни одной кубковой карты нет. Есть какие-то четкие задачи. Или у кого-то желание, правда, путешествовать, переезжать. Может быть, работать либо удаленно, а может быть, даже у кого-то и хочется попутешествовать через командировки. Почему нет? Я такое тоже не исключаю. Что вас удивит? Возможность статуса. Именно статус. Тут, конечно, может удивить человек, который вам очень хорошо знаком.
Может быть, мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни. Мои дорогие девочки, вы сами тут себя, возможно, удивите, когда вы сумеете вот как будто соединить у кого-то личную жизнь и именно собственное дело, собственное творчество или построение карьеры. Для кого-то из вас может удивить, в принципе, когда вы, правда, получаете какое-то извещение, бумагу, и это будет касаться вашего, к примеру, дома или места пребывания. Вообще тут любые вопросы, касаемые благополучия. Денежная тема отнюдь не исключение, что же вас удивит? Удивит, что придется менять свой собственный график. Работа и отдых, мои дорогие. Придется что-то рационально, как я уже говорила, переосмыслить, изменить отношение к кому-нибудь, может быть, кому-либо даже, да, или к чему-либо. Здесь придется выходить, возможно, кому-то из вас из какого-то конфликта. Может быть такая метаморфоза, когда вы поймете, что вам нужен именно тот человек, с которым прежде, ну, вот такие натянутые были отношения. Вы будете искать подход, потому что вот именно как будто мы это не можем это исключить. Нам нужно именно что-то либо прояснить, либо решить, либо встретиться, либо провести какую-то важную беседу. И вы будете искать контакты, чтобы вот нивелировать какой-то либо конфликт, либо, наоборот, не создать этот конфликт, чтобы, ну, нейтральная какая-то позиция была, точно? И вот вам тогда и буквально колесо фортуны в помощь. Вот вас может удивить. Вас может удивить смена ваших планов, мои дорогие. Вот это, наверное, самое главное. И по аркану колесо фортуны, куй железо, стрелец, пока горячо. Вот сейчас самое время. А потом, как, наверное, энергии поменяются. А к чему это все идет? Зачем все это нужно? Вот вам в каких-то новых энергиях нужно еще пройти какое-то время. Вот, наверное, быть готовым как к переменам, неожиданностям, каким-то внешним событиям. Они именно будут оказывать на вас влияние. И более того, остерегайтесь толпы. Для кого-то из вас это будут напрямую вопросы касаться дома. Ну, может быть, ремонта, у кого-то переезда. Или у кого-то, наоборот, вы хотите разъехаться с родителями. Или наоборот, вы хотите съехаться. Тут вот есть явно по Луне, ну, вот как наши тылы или место нашего пребывания. И вот вам нужно будет с этим, скорее всего, определиться. Но опять же, двойственная ситуация по Луне. Наверное, не все вопросы, мои дорогие стрельцы, вы сумеете прояснить с 1 по 10, потому что по Луне тут будет что-то еще какое-то время продолжаться. Ведь это всегда как сумерки. И карта говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Но с 1 по 10, даже если вы хотите очень быстро что-то и прояснить, и, как знаете, все расставить по местам. Но да, тут придется настроить себя на то, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И основная тема — сохранить себя и, опять же, ваши тылы. Они должны быть крепкие. Любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Что ждет стрельцов? Ух ты, страстная любовь. У кого-то вот именно так, а у кого-то может проиграться денежный вопрос, зависимая ситуация, как я уже в самом начале говорила. А с чем это связано? Вы хотите сделать что-то уже по-другому, вы уже хотите, ну, как-то видоизменить прежнее положение. Или, может быть, даже это страстная любовь, но как будто тогда это те отношения, когда тоже нужно что-то решать, причем на будущее. Но не получится, посмотрите. Опять же, аркан умеренности нам говорит, что вот сейчас все то, что я сказала по Луне. Не время рушить какие-то связи или пусть это даже какая-то ситуация у кого-то даже с работой, да, может быть и личная жизнь, но это тот человек, с которым вы работаете вместе. Ну, я не для всех, но для кого-то допускаю. Или пусть это будет не с работой связано, а с вашей ресурсностью по деньгам, мои дорогие. И вот здесь вот придется избегать поспешных решений. И в то же время, ну, не попадаться еще в какую-то зависимость. Здесь можно, знаете, вот по такому триплету, если поторопиться, то принять сгоряча какое-то неправильное решение. Набрать кредитов, кстати, с учетом аркана дьявол. Или начать, ну, может быть, я не говорю про лотерею, но какую-то такую игру двусмысленную, а нам 15-й аркан говорит,
Будь аккуратен, иначе эта игра в любой момент может перейти в опасность. Но вот если мы говорим, что мы пытаемся уравновесить, да, вот я как уже говорила, по аркану императрицы, то тогда помириться мы можем, найти Соломоново решение. Если это были отношения с какой-то, знаете, натянутой такой эмоционально струной, когда и вроде поговорить надо, а вроде бы и ну, как-то и не хочется вообще эту тему выносить на поверхность. Вот закопали мы ее когда-то, ну, и вот пусть она там будет. А, видимо, сложится так обстоятельства, что все таки пока мы то есть это сама по себе или тема, вопрос присутствует, все же это нужно прояснить. Иначе мы как себя ну, где-то ставим в рамки неудобного положения или зависимой ситуации, поэтому с чем-то разбираться явно тут придется. Для тех, кто в семье, у кого все относительно неплохо, стабильно, все же аркан мира, умеренности, я тут вижу, что тут будет, да все тут хорошо. Единственное, все же и у вас будет какой-то момент, который вам придется обдумывать. И, может быть, вы будете обсуждать в своей паре, потому что явно тут скорее вы будете вместе уже строить планы на будущее и вместе уходить от какой-то сложности, которая для вас, или будете искать дополнительные какие-то пути, методы контактных лиц для того, чтобы тоже выйти вот из неудобного либо положения, либо из зависимой ситуации. Я должна сказать, 15-й старший аркан нам всегда дает физическую силу, поэтому сил у вас на все хватит. Что ждет в работе? Выбор. У кого-то выбор не то личная жизнь, не то работа. Не то сейчас любовные какие-то вопросы, может быть, решать, да, и в то же время, может быть, и деньги зарабатывать. А тут вам, скорее всего, придется что-то объединять. Слушайте свою интуицию. Ну, финансы точно нельзя поставить под угрозу. А с чем это связано? Ситуация может быть у кого-то выбора уходить на дополнительную работу или рассматривать, увольняться или нет. Ну, вот как я уже сказала, тут, скорее всего, мы пытаемся сначала договориться, не отказаться от собственных планов, но и в то же время не разрушить что-то, да. Все же туз кубков говорит о том, что есть какая-то все же возможность остаться довольным. Но, скорее всего, придется что-то видоизменять. В том варианте, вот смотрите, что-то по работе, неважно у кого-то что происходит и чего касается ваш труд, ваша деятельность. Будет желание, может быть, даже как будто вот все, я уже ничего не хочу, потому что я либо не знаю, как действовать, либо я не знаю, где мне найти работу, а тут надо рассматривать все возможные варианты. Причем вам может быть, кто ищет, соискатель работу, тут может быть тот вариант, который вы даже прежде не рассматривали, вы даже в том направлении не смотрели. Может быть, пусть у вас дипломы определенные, да, какие-то навыки есть, сертификаты. А вот здесь надо подумать, каким образом в другой какой-то плоскости, области применить ваши знания, экспертность, ваши силы, опыт, и тогда вы останетесь довольным. Сказать, что на 100% останетесь, я не могу, но сейчас время у нас такое, когда все меняется. Но, возможно, пройдет какое-то время, и вы себе скажете спасибо, что вы не погорячились, мои дорогие. Здесь только аккуратные какие-то шаги. Неважно, какие задачи вы ставите по работе. Финансы. Ну вот деньги с 1 по 10 есть будут, нам сказали, да? И я говорила, рука дающего завтра может превратиться в руку просящего. По деньгам приходят какие-то сведения. Туз жезлов всегда информация, шанс, кстати, заработать деньги или больше, или продолжить, может быть, как новое участие в каком-то проекте или новая занятость, да? И тогда наш период делится на период именно до, который был, и теперь уже после. Но все же, что в финансах, что ждет? Да, деньги есть, но будьте все же, я повторюсь, внимательны. Несмотря на то, что по десятке пентаклей нам говорят, что да, тут действительно у кого-то может быть даже крупная сумма, у кого-то может быть возврат долга, например. Вот такое я тоже не исключаю. Но вот у нас так складывается дальше туз жезлов и вверху луна. Заначка, опять же, повторяю, мои дорогие стрельцы, потому что еще не все переменные состоялись. И пока есть все-таки какое-то значение, как и работы касается, я бы сказала, даже и отношения денег вместе, что вот как заглянуть на долгий период в прошлое не получается.
А вот искусство мелких шагов и аналитикой, таким точным расчетом, вот в этом вы себе помогаете. Но, в принципе, тут ведь именно просто методы надо менять, будь то в личной жизни, в любви, будь то в вопросах работы, будь то в финансах. Мы не ломаем какой-то шаблон, да, или структуру, а мы его, ну, как-то так гибко перестраиваем, ну, или адаптируемся, наверное. Чарльз Дарвин говорил: выживает не самый сильный, а тот, кто умеет приспособиться, адаптироваться. Красивым языком, скажем так. Похоже, у вас вот эти 10 дней что-то напоминают именно эти слова. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии, за то, что вы поддерживаете мое творчество. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.